Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это вязальный влог. Покажу, что вязала и то, чего еще здесь на канале не показывала. И начну свой показ с вот такого прекрасного набора из 4 деталей. Это мой второй набор. Первый покажу следующим. Немножко там я по-другому оформляла, но в принципе они одинаковые. Вязала вот таким шнуром макраме. Прекрасный шнур. Я уже первым набором пользуюсь давно и довольна очень, и поэтому показываю намного позже, потому что для меня было важно протестировать. Вот что у меня осталось из 5 мотков такого шнура. И вот остаток черного. Черный был один моток, и вот что от него осталось. Ну и как вы видите, его тут не так много. Вот так выглядит изнаночная сторона. В целом я собиралась второй набор, возможно, попробовать другим рисунком, ну что-то по-другому. Но настолько мне понравился и в использовании, и в вязании первый набор, что я решила ничего кроме цвета не менять. И сейчас вы видите мой первый набор. Вот так он выглядит. Он состоит из 5 деталей, но тут у меня было совершенно другое количество ниток. Здесь вы видите у меня темно-серый и светло-серый. Ну, такая комбинация, да. И под фрукты я его, знаете, как слепила из того, что осталось. Конечно же, и вы видели изначально у меня остался целый моток фиолетового шнура. Но я решила его оставить, если у меня будет позже вдохновение, я довяжу еще подставку под фрукты. Но пока сказать, что прям это необходимость, то нет. Красиво как комплектом, однозначно да. Как я уже сказала, эти наборы идентичны, поэтому я покажу на этом наборе, какие размеры и как выглядит с разной посудой. Также хочу сказать, что, естественно, у каждого свои эм, размеры, габариты, да, столы. И я ориентировалась только на свои предпочтения. Вот смотрите, 33 сантиметра. В принципе, как на меня, этого достаточно. Ну, вот такая тарелка, например, либо же побольше. Ну, как по мне, вот вполне достаточно. Ну и пятый элемент этого набора выглядит вот так. Он имеет другую форму. Ну, это под фрукты. Тоже, как по мне, вот такой размер вполне мне подходит. И когда я его вязала, на самом деле больше всего я переживала о том, как именно поведет себя этот шнур. Но спустя уже какое-то время я неоднократно стирала его в машинке. Прекрасно стирается, быстро сохнет. В общем, как вы видите, если бы меня что-то не устраивало, я бы его точно не повторяла. Вот номера пряжи непосредственно конкретно серого набора. Светлый и темно-серый. Следующее связанное мной изделие, это вот такая манишка, связана из БУ пряжи, это стопроцентный кашемир. Вязала крючком, и вот так она выглядит. Я показывала распаковку из секонд-хенда, и в нем я показывала платье из кашемира, которое купила для того, чтобы распустить. И вот недавно мне приходит вот такой комментарий. Тонкий кашемир, не распустить, нитка рвется, толстая вязка мне не встречалась. Ну, вам не встречалась толстая вязка, потому что стопроцентный кашемир в толстой вязке быть не может. Это вот такая тонюсенькая ниточка, которая прекрасно распускается. Показываю поближе. И сейчас еще раз покажу манишку, которую я связала именно этой ниткой. Вот у меня просто остаток был, и как раз я смогла записать лично для вас, ну или же для тех, кто также подумал, что это какие-то ну, невозможные вещи. Все возможно, было бы желание. Я всегда это говорю, потому что если нет желания, то, ну,
как бы и не о чем говорить. А если желание есть, то точно у всех все получится. Вот смотрите, эту манишку я вязала в 2 нити. Вот, мне осталось как раз-таки закрепить и запрятать эту нить. Значит, вязала крючком в поперечной технике, и вот такая плотность у меня получилась. Смотрите. Крючок я брала 2,5. Ну, как по мне, да, конечно же, это долго, ниточка тоненькая, но изделие, как по мне, того стоит. Причем пряжа из того платья у меня еще осталась. Следующая моя работа, вот такие рождественские детки. На самом деле всегда и давно хотела себе сделать рождественский венок, повесить и украсить таким образом к Рождеству или к Новому году дверь. Но когда я увидела вот такую композицию, и это как раз-таки альтернатива рождественскому венку, я поняла, что я это хочу связать. Это платный мастер-класс, покупала в Инстаграме. Кому интересно, напишите мне, я ссылку дам. Ну, в общем-то, работа, я очень довольна. Все, кто был у меня в гостях в период новогодних праздников, все восхищались, всем понравилось. Ну и, конечно же, мне в том числе. И в продолжение зимних изделий вот такие носки. Это большой размер 45 в поперечной технике, связанный крючком. Мастер-класс в Ютубе бесплатный, но он там из другой пряжи и под 36 размер. Я делала полностью свои расчеты, свои замеры, ну, потому что такой, знаете, не совсем стандартный размер. И несмотря на то, что я перепробовала достаточно большое количество разных мастер-классов, ну, точнее, я попробовала вязать крючком носки по разным мастер-классам. Но именно такой большой размер — это прям проблема. А этот вариант, смотрите, прекрасно. Он тянется, я бы сказала, даже лучше, чем носки, связанные на спицах. Спицами я не вяжу. И вот искала тот идеальный вариант. Мне кажется, я его нашла. И вот кому интересно, именно по такому большому размеру обычно носочная пряжа с одного мотка получается, ну вот, пара носков. Но в случае, если у вас меньше размер. Когда я покупала пряжу, а покупала я ее на Черную пятницу, были скидки, распродажи, думаю, о, вот это тот случай, когда я куплю носочную пряжу. И вот смотрите, уже готовые носки, повторюсь, 45 размера, 108 грамм. В мотке носочной пряжи 100 грамм. Ну и опять же, плюс-минус. Смотрите, вот 100 грамм, 420 метров. Это популярная пряжа, многие из нее вяжут, ну, те, кто вяжут, да. Ну, вот если бы я взяла один моток на такой размер, мне бы не хватило. Да, мне бы не хватило немного, там буквально 8 грамм, но было бы обидно. Но я взяла 2 мотка, рассчитывая на это. И вот смотрите, у меня осталось из 2 мотков 105 грамм. То есть, в принципе, еще одни носки меньшего размера впритык мне хватит. Но у меня другая задача. Я решила себе чуть-чуть усложнить задачу. Почему усложнить? Потому что для тех, кто хоть раз вязал в поперечной технике, те знают, что добавить другой цвет — это немножко, ну, все-таки это крючок. И я решила, что я вторые носки, мне нужно их связать меньшего размера, я скомбинирую с однотонной. И однотонную я добавлю вот тут вверх. Понятно, что на момент записи этого видео я еще не знала, получится, не получится, как оно, в общем, будет выглядеть. Также я рассматривала не только серый однотонный,
но также и вот такой рыжий. Сейчас покажу. Как по мне, он тоже вполне сочетается. Так, показываю номера, ну, кому нужно, да. Тоже, в принципе, и серый, и вот этот рыжий, как по мне, ну, вполне себе могут имеют место быть. Также еще покажу пряжу, которую также купила по акции, по распродаже, конечно же, но из которой я в этом году ничего не связала, и, наверное, она у меня все-таки останется на следующий год. Вот такая. Тут метраж меньше, но это я брала себе, это мой любимый цвет, не смогла просто пройти мимо. И у меня 36 размер, думаю, мне хватит. Вот тут у нас 420 метров, а здесь у нас в 100 граммах 400 метров. Ну, в принципе, они, ну, схожи, да. В общем, если свяжу или когда свяжу, обязательно вам покажу. Ну, а как я скомбинировала серую однотонную и секционного окрашивания пряжу, вы видите прямо сейчас. Сначала мне не нравилось, потом смотрю, да нет, красиво. В общем, неоднозначно у меня было такое впечатление. Сейчас я вижу, что красиво, особенно, ну, как бы носок будет носиться с подворотом. И также мне было важно, чтобы, вот смотрите, изнанка. То есть нет никакого вообще перехода в плане ни на изнанке, ни на лицевой стороне. Все идеально, прекрасно. И мне было важно, чтобы эти носки не были одинаковые. Именно поэтому я решила добавлять другой цвет, так, чтобы они были разные. Ну и вот с подворотом они, как по мне, выглядят хорошо. И покажу, что у меня осталось из тех мотков, из двух, которые секционного. Вот, смотрите, два вот таких. Я их смотала в клубочки. И также у меня вот такой остаток. Ну, тут достаточно много серого однотонного. Для интереса мы сейчас взвесим остаток 37 грамм. Ну, в принципе, норм. Куда-то добавить еще точно можно. И сами носки у нас весят та-да-да-дам, 100 грамм. Ну, то есть ровно один моток. Конечно же, это при условии, если в мотке будет ровно 100 грамм. Если будет даже минус 1-2 грамма, представляете, как будет обидно, если не хватит буквально пару метров. Поэтому я всегда и в шитье, и в вязании, всегда, вот когда записываю даже мастер-классы по шитью, кто их смотрит, те знают, я всегда говорю, возьмите с запасом, пускай лучше вы отрежете лишнее, нежели не хватит. Вот точно так же и в вязании. Далее у меня был вот такой спецзаказ. Почему спецзаказ? Потому что отец двух братьев, двух сыновей, у меня были навязаны эти котики. Он подошел, посмотрел все и прям вот показал: вот это Бодя, вот это Даня. И я их оформляла. Немножко сняла закулисье и покажу вам. Вот так они связаны, подписаны, кто из них кто. И на швейной машинке, на фетре я вот так делаю имена. Особенно это для тех, кто говорит: зачем в швейной машинке 200 операций, вы же ними никогда не пользуетесь. Ну вот, смотрите, пользуюсь. Следующее изделие, вот такая сумка. Она легко очень вяжется, но при этом она очень вместительная. У нее одна ручка, есть завязки. Также покажу ее размер, но тут, в принципе, не важно. Запрос был такой, что нужна вместительная сумка, с которой ходить удобно на пляж. Вот у меня 50 сантиметров, то есть метр окружности. И по высоте, ну так как она вот такая цельновязанная, да, то сложно как бы
понять, но вот примерно 40 сантиметров. Также очень удобны эти завязки, можно стянуть и прям закрыть, при этом ручка, ну, ничего, удобно и нести. Ну, понятно, что длина ручки зависит от роста, но при этом, если эту шнуровку растянуть, то сумка, ну, прям максимально вместительная, она очень широкая. И вот как раз-таки пляжный вариант просто идеален. Хотя таким способом, таким рисунком, ну и как это не рисунок, а такой схемой, да, я часто вязала себе и продолжаю вязать мешочки для хранения. Это очень удобно, очень практично и экологично. И тоже на этих мешочках делаю такие завязки, ну, просто без ручки, что очень удобно, хотя и также можно эту сумку использовать в качестве хранения. Ну, то есть, если, например, вам нужна пляжная сумка, вы вот так связали, летом вы ее используете на пляж, а в остальное время даже для хранения каких-то летних принадлежностей, кепки, купальники, все что угодно. Ну, удобно ведь? Также, когда я ее вязала, и у меня прям случилось озарение, откровение, не знаю, я сейчас вам покажу, что именно я для себя открыла, хотя раньше вязала, и меня это никогда не смущало. Но сначала покажу, какой аксессуар случился у меня, ну вот прям из остатков пряжи. Кстати, пряжа это стопроцентный хлопок. э, Производство Ярослав. Вязала в 4 нитки, ну потому что нитка очень тонкая. И из остатков, смотрите, я связала вот такой грибочек. Казалось бы, в очень непредсказуемых цветах, ну, грибочек, да, как для грибочка. Но я почему-то решила, что такой аксессуар будет вполне красивым дополнением к такой сумке. И в целом я связала таких грибочков в разных цветах много, и все они у меня вот осталось 2. Все остальные разъехались кто куда. Теперь покажу свое открытие, свою находку. Смотрите, когда вяжется этот узор, вот это соединение или же столбики подъема, вот они видны. Да, ну в общей массе, в принципе, незаметно, но оно есть. И раньше, вот смотрите, вот это тоже маленький у меня мешочек, и тут тоже виден этот шов, но оно меня никогда не смущало. Вот мешочек, смотрите, также таким же узором. И вот этот шов, вот, я его вижу, все его видят. Но меня это, повторюсь, никогда не смущало. Но когда я вязала эту сумку, меня вдруг осенило, что я могу сделать так, связать так, что его не будет видно. И смотрите, донышко, на донышке он у меня есть, этот шов. А дальше вот тут он у меня еще есть, а потом бац, и его нет. Смотрите. Я не знаю, почему я раньше этого не сделала. Я не могу сказать, что у меня там какой-то огромный, колоссальный опыт в вязании. Нет. Но, но иногда я вяжу, и вяжу я часто крючком, но спицами я вообще не вяжу. Ну, это же элементарно. Я часто вяжу этим узором. Почему я раньше не додумалась, я не знаю. Смотрите, никакого шва. Прекрасно, прекрасно. В общем, я и раньше любила этот узор, теперь я его полюбила еще больше за счет того, что у меня теперь не видно шва. И мне очень интересно, кто из вас, вот кто-то из вас вяжет такое, любит, и вот вас смущает этот шов или нет? Потому что, еще раз повторюсь, он меня никогда не смущал. Я это воспринимала как, ну, так, так у всех, так должно быть. Это нормально. Но это же все-таки соединение ряда.
а как по-другому? Ну и когда я поняла, что я могу этого избежать, то теперь я прям вижу все швы на своих изделиях. Смотрите, ну его же видно. Видно. И тут видно. Но дальше его нет. И я этому безумно рада. Кстати, сейчас на момент озвучки этого видео я начала, опять же, мешочек для хранения таким же узором. Еще к этой сумке в комплект я также из остатков связала вот такой маленький мешочек. Это удобно. Ну, так как у меня уже был вот такой, да, я знаю, что там для ключей, тем более я сказала, что та сумка, она пляжный вариант. Поэтому для ключей, для какой-то мелочи очень удобно. Это я уже упаковала сумку и грибочек, и вот еще несколько вариантов грибов, которые я вязала. Их очень удобно использовать в плане того, что вывязать остатки, но почему-то я, к сожалению, их не сняла, даже не поделала фотографии всех, которые я вязала. Их было очень много, ну, может, 20 точно было. Почему я не сделала даже фотографии, понятия не имею, просто забыла. Далее вот такой милый кошелечек, смотрите. Я, кстати, как-то даже в прямой эфир выходила, я вязала вот эту коричневую веточку. Я вязала, мы общались, и я показывала эти бабочки. Вот так он выглядит внутри. И, кстати, основа этого кошелечка также связана из пряжи БУ. И вот, кстати, тоже, когда я покупаю в секонд-хенде, показываю распаковки, мне всегда говорят: боже, да что из этой пряжи там свяжете, там на свитер не хватит. Я всегда пишу, что я не вяжу одежду. И сразу же, когда читают такое: а что вы вяжете? Ну, не знаю, такое впечатление, что кроме одежды связать нечего. Ну, не знаю, я вяжу то, что мне нравится, и то, на что есть вдохновение. Если вдруг когда-то у меня будет вдохновение на вязание одежды, окей. Ну а сейчас я вот показываю, как начинался этот кошелечек. Это те фотографии, которые я успела сделать. Также я показывала эту куклу в ТикТоке. Это я делала ко дню учителя. Вот, учебный год 2025-2026. Для тех, кто подписан на меня в ТикТоке, те видели. Ну, а для тех, кто нет, то вот такую портретную куклу я вязала. Интересный был опыт. И вот такой результат. Кстати, это мой первый опыт, когда я работала с вот такими волосами. Не только в вязаных куклах, но и вообще. Я когда-то в свое время шила куклы, поэтому вот такие волосы были у меня впервые. Ну и на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.